Привет, сегодня мы идем в гараж. Сегодня вас ждет очень интересный вечер. Мы расскажем вам много нового, познакомимся с крутыми людьми. А вы, в свою очередь, подписывайтесь на нас, поддерживайте нас, ставьте пальцы вверх. И самое главное, любите искусство. И современное в том числе. Привет, брат. 2 дня назад здесь открылась просто фантастическая выставка суперсовременного художника Такаши Мураками. 2 дня назад здесь был полный аншлаг, было открытие, много звезд, коллекционеров, галеристов. И вот сегодня мы пришли сюда, мы сегодня здесь буквально короли, потому что с утра сюда стоят очереди по 2 часа, чтобы сюда попасть, а сегодня мы можем подойти к любому объекту и сфоткаться. Сфоткаем? Да. Как вы видите, Такаши Мураками просто фееричный. Самая большая дорогая его работа продалась в Нью-Йорке за $15 миллионов. Для художника он добился невероятных успехов в современном мире. И сегодня здесь приехали суперблогеры из Америки, мы обязательно к ним подойдем. Тут очень много симпатичных молодых девочек, которые, я тоже уверен, связаны с искусством. Мы спросим у них, что они об этом думают. И я считаю, что можно пройти на выставку и начать вот с этого. Как видите, тут все просто. Белый, а за ним афроамериканец. Такаши Мураками отличается тем, что он все свои картины делает в стиле японского аниме. И на первый взгляд кажется, что это супер веселые арт-объекты. Они реально вызывают внутреннюю радость, хотя я не говорю конкретно про эти, которые в той части зала. Но я хочу сказать, что на самом деле эта выставка посвящена моменту в истории, который изменил японскую мировую историю. Это сброс атомной бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Мне кажется, сейчас мы зададим вопросы 2 прекрасным девушкам, которые точно знают все о Такаши Мураками. Хотела с вами познакомиться, мы снимаем влог про современное искусство. Почему вы сюда попали, почему вы сюда пришли, почему вы такие красивые, когда давно вы дружите и дали нам свои номера. Здравствуйте, во-первых, я хотел с вами познакомиться, меня зовут Юра. Даша. Очень приятно. Мне кажется, что это миллион черепов. Да, но представьте, что здесь нет черепов. Представьте, что это просто какая-то масса, похоже на абстракцию. Да. Вот этого и пытается добиться Такаши Мураками, помещая сюда не миллиард этих самых черепов, то есть вы больше просто потерялись в них и поняли, что это просто масса, действительно абстракция. Я считаю, что именно такое искусство людям интересно. Именно такое искусство люди покупают, потому что здесь реально есть смысл, здесь есть о чем подумать. Вы сюда пришли, потому что мы блогеры, так, в этом мы совпали. Нас пригласили. Я вообще, на самом деле, больше по классическому искусству, чем по современному, потому что... Это взаимно. Я пришла в Абгик, и мне объяснили вообще, как относиться лучше к классическому искусству, то есть показали его немножко с другой стороны. И я начала его воспринимать по-другому, и я поняла, что современное искусство — это не мое. Это нормально. Вот, поэтому теперь я только по классическим галереям хожу, в основном. Но сегодня вы пришли в современное искусство. Я, наверное, пришла больше из-за создания контента, потому что я люблю фотографировать, я люблю создавать необычные кадры, поэтому, собственно, приоделась специально ради... Это очень круто, такое ощущение, что Такаши Мураками создавал твою... Это H&M создавала. H&M, да? Это мы вырежем. Просто ты очень круто смотришься напротив этой здесь, серьезно. Я старалась, я специально посмотрела все, как одеться. Просто какой-то рай игрушек. Я в жизни не видел столько маленьких статуэток, как здесь. Ни в Центральном детском мире, ни в Хемлисе, в Лондоне. Если бы они продавались, я бы купил здесь половину. Отвлеки охрану, брат. Вот здесь, например, есть несколько таких очертаний вот этих самых атомных бомб или таких грибов, да? И грибов, на самом деле, у него тоже очень много. И вот вокруг них летают эти самые человечки. Почему? Слушай, смотри, бро, реально. Человечки, которых называют эко-рейнджеры, которые, по сути, могли бы помочь этой катастрофе, но как только Хиросима и Нагасаки произошли, вот эти 2 катастрофы, это все не закончилось, потому что люди начинают болеть лучевой болезнью, люди начинают действительно заражать своих родственников и так далее. Это очень страшно, потому как это не один день, это не 3 дня, это действительно катастрофа целого века. И поэтому эти эко-рейнджеры — это та самая вселенная, в которую пытаются попасть вот эти люди, которые пережили эти дни, пережили эту ужасную катастрофу, потому что вот только в таком вымышленном мире они могут найти вот это самое спасение. Поэтому эти эко-рейнджеры, они очень миленькие, они летают вокруг, но тем не менее
и никак не могут помочь. На выставке в гараже Такаши Мураками представлены не только арт-объекты, которые он создал, но также и исторические фотографии. Вот здесь представлены страшные кадры последствий атомного взрыва 1945 года. Конечно, когда ты здесь ходишь и смотришь на эти фотографии, то мурашки по коже пробивают. И все это, причем на фоне этих ярких арт-объектов, и это что-то фееричное происходит в твоей голове. Буквально, потому что вот тут ты видишь, что от города просто ничего не осталось. Просто стоит посмотреть только сюда, и то, что нам рассказывали в школе, то, что на картинках, фильмах и на этих фотографиях, понимаешь, какой ужас пережил японский народ. Блин, ты такая красивая, реально, правда. Слушай, может быть, а скажи нам пару слов на камеру про эту выставку и про то, что ты думаешь? Ну давай, пожалуйста, ты будешь просто украшением. А что именно ты вот говоришь, что в лог идешь? Я фотографирую себя, фотографирую... Это уже, это серьезно. Вообще просто лайфстайл, именно все, что мне нравится, все, что меня вдохновляет. Она очень популярна, мужик, 77 тысяч. Так, а ты на меня подпишешься за ним? Запомнил? У нас это есть на камере. Доказательства. Потом пойдем в суд. У меня с вами Инстаграм вообще 3 года веду. просто постепенно, да? Ты скажи честно, накручивал? Не, ну это правильно, все накручивают, это глупо не накручивать. У меня, кстати, тоже очень красивые фотки, и если мы друг друга пойдем рекламировать, у меня целых 1500. Ну я просто то не накручивал, да? Говорят, здесь был... Жуткое количество. Да, говорят, что здесь был полный аншлаг, да? Да, и мы работали без перерыва. Я люблю именно эту часть Кавай. Потому что здесь голова кружится, да? Или потому что... Потому что здесь давление. Или и... потому что любишь цветы. Нет. Кавай вроде как должна быть такая мягкая, яркая и приятная выставка. Она оказывает жуткое давление. Вот это Ну вот да, это то, что разнится, так это прикольно. Я бы назвала это экспрессией. Ну, по-своему. Хотя это не экспрессия. Но экспрессивно. Очень приятно. Привет. Пока, Фатим. У тебя отлично получается. Ты часто влоги снимаешь, значит? А ты такая скромная, типа, сама знает, как встать, прям как свет падает. Это секрет у нас. Да, они написаны без названия, на самом деле это омаж Бэкону, Фрэнсису Бэкону. Да, вот Да, если вы Бэкон? посмотрите Вау. несколько работ Фрэнсиса Бэкона, они выглядят примерно так же. Я вот сейчас, к сожалению, не смогу их найти, но тем не менее, это вот история про то, что однажды японской живописью вдохновились европейцы и начали создавать что-то подобное. Японская живопись, она сама по себе очень плоскостная, то есть в ней нет перспектив, в ней нет теней. И начали ее копировать, такие как, например, Матисс и, например, Пикассо, то есть делать тоже такую плоскостную живопись, они очень вдохновлялись этим. Что делает Такаси Мураками? Он вдохновляется Бэконом, который вдохновился японской живописью, то есть омаж. Это все еще и фотография, она создается невероятным количеством человек. Почему мы видим здесь задники работ? Потому что там написано просто список, огромный список у тех самых людей, которые принимали участие в создании этой работы. Его мастерская — это корпорация. Она находится в Нью-Йорке, правильно? Нет, она находится в Токио. А, в Токио. Под Не Токио, понял. да. Эта корпорация называется Кайкай Кики. Вот те два персонажа, один с зубами, а другой с ушками, белый и розовый. Да, это Кайкай самый- и Кики. Они стали... Запомни, Кайкай и Кики, мы еще к ним пойдем. Да, обязательно сходите. Белый — это тот, который Кайкай. Кайкай? Да, а Кики — это тот, который розовый с клыками. И эти цветочки, вот если они в таком количестве, они реально сейчас пугают. То есть ты понимаешь, что ты просто с ума сходишь от вот этих улыбок бесконечных. Вот. Запомнили, кто из них кто? Кикиси и... Нет. Ну, нет. Кики, Кики. Кайкай. Кайкай, да. Кики и Кайкай. Они чем-то похожи на олимпийские символы. Похожи, Олимпиады они Сочи станут- 2004, которые не прошли просто. Может быть. Но у них были все шансы. Да, согласен. Есть две версии. Вообще слово Кайкай Кики появилось очень давно, чуть ли не в 16 веке. Оно обозначает чересчур натуралистичный. Но есть еще одна версия, ее придумал Такаси Мураками. Слово Кики Кайкай, наоборот, оно обозначает состояние, когда начинается какое-то появление духов и потусторонних сил. То есть, что бы это ни значило, кто это потусторонние силы или какие-то сверхнатуралистичные существа, никто не знает. Но Кики, Кайкай.
Они, да, стали такими логотипами этой самой корпорации, которая занимается всем, поддерживает молодых художников, организует чуть ли не кафе, клубы, какие-то дома по интересам и так далее. То есть они выращивают лотосы, потому что Такаси Мураками просто без ума от лотосов. И в Японии есть такая традиция, где когда дети в школе выращивают лотосы, иногда у них не получается, ну это всегда бывает такой случай. Вот. И тогда он отдает этим детям самые красивые лотосы, которые выросли в саду. В общем, Такаси Мураками занимается всем. Это немыслимый человек. В нашем книжном есть, кстати, огромное количество вещей, ну и значки, в том числе, смотрите, мы для Реклама. для этой выставки. Вчера мы открылись, сегодня стояли в очереди вот всей вот этой вот пути, как из аэропорта, мы шли по нему на лестнице, ограждение, плюс еще вокруг все инсталляции, заканчивалось на входе, и не мог заходить. И это очередь. Да, Сплошным кольцом. Да. Ты понял, брат? Первые выходы. Как мы гуляем вообще? Так что, смотрите, мы можем ходить, спотыкаться о людей. Вообще, мы можем все что угодно делать. Выставка, на минуточку, продлится до 4 февраля. То есть здесь представлен фильм, который снял Такаси Мураками. Называется он «Глаза Медузы». Он рассказывает про детей, которые дружили с вымышленными персонажами и видели их ночью. И вот здесь представлены эти самые персонажи. Все такие милые, скиковатые. Так, а это коллекция его личных игрушек? Вот эта история очень интересная, потому что главный куратор выставки однажды попал в такое вот сумасшедшее место, называется Накана Бродвей, где главные такие атаку, это фанаты, которые с ума сходят по аниме и манго, приходят и покупают вот эту определенную какую-то фигурку, костюм определенного персонажа из аниме. И она попала вот в это место, которое было полностью просто с пола до потолка заставлено зеркальными витринами с этими фигурками. Она поняла, что она просто с ума сходит в этом пространстве, и обязательно такой кусочек пространства нужно привезти в музей. И мы докупили 4000 игрушек, чтобы поставить их здесь, чтобы поняли, насколько это все... То есть Такаши Мураками, это уже гараж, где было? Ну, это история, которую как бы, мы решили продолжить в рамках выставки, да. Блин, очень круто. Здесь же насчет его... Это очень трудно найти, здесь есть олимпийский мишка. Серьезно? Так, ну если мы будем его здесь искать, то мы будем что его знать. Он есть. Вы нам подсказку Да. До свидания, мой ласковый мишка. Вот он. До свидания, мой мишка. Да, потому что конкретно эта экспозиция очень сильно шумела. Такаши Мураками. Мы стараемся шуметь. Здорово. Сколько готовилось по времени? 2 года. 2 года. 2 года готовили одну выставку. Важно то, что эта выставка не привозная, эта выставка сделана прямо специально для музея «Гараж», то есть он подстраивался под пространство. Еще небольшой секрет, есть одна работа, которая функционирует раз в час, ее обязательно нужно увидеть. Когда она откроется, когда она работает, мы не можем сказать, потому что это такой сюрприз, называется «Морской бриз», она располагается вот там, то есть она открывается в течение дня, каждый день раз в час, и это действительно поражает, потому что вы от этих прожекторов просто начинаете тоже сходить с ума, начнет вас ослеплять. Но это все та же тема, в которую мы вернулись, тема Хиросимы и Нагасаки, потому что это было похоже на вот эти вспышки атомных бомб. Плюс 3 подписчика за один вечер, это не хухры. Все, братья, давай, короче, сейчас сделаем мощную фотку. Сфоткал? Да. Туалет. Скажите, пожалуйста, а туалет вы расскажете мне? В подвале. Ага, в подвале. Все, кажется, мы доигрались. Туда? Ага, все, понял. Да. О, горка. Не катали, что? А, да? Ладно. А в душе я должен для детей до 14 лет. Не, хорошо, а туалет-то где? На горке было бы мощно, да? Ладно, мы вырежем, вставим, как Такаши Мураками скатился с ней. Твое лицо наклеим. Да, и мое лицо наклеим. Знаешь, что нас там ждет? Выглядит как спуск в ночной клуб. Или, знаешь, в караоке в Твери. Но вот тут уже чувствуется, что... Я прям внутренне, знаете, насытился искусством, эмоциями положительными. Единственный минус, мне не дали с горки прокатиться. Говорят, что детям до 14 лет. Я считаю, что это дискриминация взрослого человека.
Так а что, Мураками можно, а мне, значит, нельзя. Все, ребят, спасибо, до свидания. У вас очень круто. Кай-Кай и Кики мне очень напомнили русских талисманов на Олимпиаду в Сочи, которые реально не прошли. Вы это не помните? Там был голубой тоже. Да. И... Голубой, почему не прошел, понятно. Ну да, голубой понятно. Знаете, кто еще есть? Путин Открою вам отдыхал. секрет. Одного из самых знаменитых художников современности японского. Забыл, как его зовут. Ты это вырежешь? Мураками, а? Как его? Да, где-нибудь написано, бро. Ребят, извиняемся, мы еще раз с вами попрощаемся, ладно? А вы типа такие, до свидания, хорошо?